Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Каковы повороты судьбы в вашей жизни, что скоро изменится, возможно? И мы предполагаем, потому что 7 июля планета Уран входит в знак зодиака Близнецы. Мы все ждем, что могут быть метаморфозы, но какие конкретно, конечно, мы не знаем. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Вот давайте в нашем раскладе рассмотрим две позиции. И первая, это у нас будет на цыганском пасьянсе, это событийный ряд. Как раз события эти карты хорошо показывают. И вторая часть нашего расклада, нашего прогноза, это тема любви и личной жизни. Я хочу вас поблагодарить за активное участие в жизни канала, за те ваши комментарии, которые вы пишете, а также то, что я опубликовала опрос во вкладке «Сообщество», из которого я и поняла, что да, тема личной жизни, нужно ее раскрывать как-то глубже, полнее. У меня таких видео не было, ну, мало совсем по поводу личной жизни, да, или на любовь мы говорим, и я буду их публиковать тоже. Но и в нашем раскладе, вот личная жизнь, правда, ведь это одна из основных составляющих нашего благополучия. Но вначале у нас пасьянс. Что нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса для вас, мои дорогие тельцы? Так что же там произойдет? Что случится или произойдет? Ну, наверное, это неудивительно, что для вашего знака зодиака, потому что Уран, он как раз переходит из вашего знака в знак Близнецов. И наиболее остро могут прочувствовать, как и вы, так и Близнецы, причем первой декады. Вот влияние Урана все остальные тоже прочувствуют, но это будет несколько ослаблено, или у каждого будет свой срок, то есть это как-то будет растягиваться по времени. Но тем не менее, часы – это перемены, добрые перемены. И значит, что бы тут у вас ни происходило, знаете, наверное, пространство, назовите это судьбой или вселенная, ангелы небесные хотят изменить вашу жизнь к лучшему. Тут не упираться во что-то, не ставить перед собой какую-то догму или табу, а наоборот, Уран, он ведь ломает все шаблоны, поэтому для нас придется, видимо, адаптироваться. Для вас, мои дорогие тельцы, да вообще для всех. Итак, идем дальше. Что нам еще расскажут? Что там вам предстоит в июле месяце? Может быть, и какие-то неожиданности, неожиданные события. Вы можете вот этим переменам поначалу не очень радоваться, нож. А у кого-то из вас это перемены сами по себе происходят, все же мы все разные. Но есть какая-то ссора. Может быть, ссора с конкретным человеком. Ну, давайте посмотрим, что нам раскроют. Это у нас как отношения, мы говорим на ножах, да? Натянутые отношения. Или когда вы, тельцы, ну не всем явно довольны. И, может быть, карты нам говорят о том, что нет смысла продолжать какую-то конфронтацию. Давайте узнаем. Ну, кто знает, может быть, человек идет на примирение. А мы так вот не хотим ничего слышать. Так ведь тоже бывает. Так или иначе, перемены, добрые перемены, открытый путь. У кого-то это будет, может быть, и дорога, может быть, и внезапная дорога, может быть, та дорога, которая, да, вот если мы говорим нож, вы куда-то и не собирались ехать, а здесь, может быть, даже не собирались с кем-то встречаться. Более того, вы как-то оттягивали этот момент встречи, хотя предполагали, или вы просто рядом эти два значения, поэтому попробуем увязать. И я могу предположить, что действительно, либо вы предполагали, что куда-то отправились, возможно, но не прямо сейчас. И вполне вероятно, быстро придется собираться для кого-то и совершить поездку, и, может быть, даже встретиться с тем человеком, с которым вы не предполагали или не очень-то хотели бы, может быть, даже и контактировать. И вы знаете, тут ведь не упустить какой-то момент. Вам тут, правда, надо от чего-то не отказаться или не быть безапелляционным, как вот, знаете, нет такое сказать наотмашь и себе словно закрыть какую-то дорогу. Тут все-таки дорога открывается, но и она от вас требует определенной гибкости. Но, мои дорогие тельцы, смотрите, выпадает тут действительно какие-то поездки, перемещения, контакты сами по себе. Но в этой колоде цыганского пасьянса корабль означает перемены, опять же. У вас уже два знака перемен, поэтому
Кто знает, может быть, в течение июля одна какая-то сфера меняется и подтягивает за собой еще какой-то вопрос. Или буквально это взаимоотношения, но это ведь один из символов Меркурия, ведь это возможности и исполнение желания. Ладно, пойдем дальше. У кого-то поездка очень далеко. Конечно, я не могу утверждать, кто-то планировал это путешествие, а кто-то, правда, и не хотел даже ехать. Но как будто ехать надо. Или на что-то вам откликаться надо, потому что не только пути дороги вам открываются, но и еще приготовьтесь к тому, чтобы, быть бы более легким на подъем. Очень многое будет в вашей силе, в вашей власти сделать, изменить, исправить, потому что корона – символ власти. Но я также могу предположить, что кто-то из вас пойдет по инстанциям, что-то согласовывать, с кем-то договариваться. Это как беседы с чиновниками или представителями власти. Что-то вы хотите тут осуществить. Но, должна сказать, и к вашей персоне тоже будет проявлено определенное внимание. Поэтому дипломатами в любом случае будьте, мои дорогие тельцы. Кто знает, в нашей жизни мы, иногда так бывает, на том этапе жизненном, когда мы видим какое-то предложение или слышим какую-то информацию, новость, мы часто не знаем, ну и что с этим делать, да, ну и зачем мне это надо. Мы очень часто так думаем, а мы не можем предугадать. А если учимся смотреть на пару шагов вперед, а вот правда, сегодняшний момент, а по Урану это сегодняшний момент, это не гарантия, что завтра будет точно такое же состояние. Поэтому и некоторое чувство предвидения, слушайте свою интуицию. И если даже, хоть какая-то частичка вашей души вам подсказывает, но нет, вот сейчас не настаивай на своем, вот сейчас что-то сделай эдакое, может быть, сродни, позади брось, впереди найдешь, я и это допускаю, но значит точно какая-то конфронтация, она должна быть нейтрализована. Вот смотрите, у вас выпадают скрещенные мечи, и они, кстати, перевязанные. Там, где самое острое место. Вам конфликты какие-то могут мешать, хотя вам, может быть, что-то, так надоело, какая-то история. Может быть, по части недопонимания. Здесь как два острых меча. Это может быть прообразы людей, это как вы и какой-то еще человек. Но не договорились или принципами даже не сошлись никаким образом. А тем не менее, ведь эти мечи, они говорят о тревоге. Это вообще никакой конкретики, по сути, этот символ не несет. Кроме как из-за того, и у кого-то это так проиграется, вот этот нож, какая-то ссора перерастает во внутреннее чувство неуверенности или какую-то ненужную философию. Здесь лучше вам все прояснять, не утрамбовывать глубже в своей душе, а потом начать додумывать. Нет, здесь лучше откровенные беседы. Это самый верный признак того, что вы больше ясности в свою жизнь привнесете. И потом сами же себе скажете спасибо. В нашем пасьянсе мы можем складывать, кстати, крайние ряды по вертикали, так и по горизонтали. И, кстати, я не увидела с самого начала, а у вас, смотрите, выпадает сердце. Сердце сказал бы, что кто-то добивается сердца. И, может быть, и есть какое-то новое знакомство, хотя нам тут об этом не сказали. Но я могу предположить, когда сердце выпадает с ножом, это разбитое сердце, мои дорогие. Может быть, разбитое сердце, и правда у вас будут с каким-то человеком контакты, и вы бы, может быть, не хотели этих контактов, но или приходится, или есть еще ряд нерешенных вопросов. Поэтому, да, где-то себя настроить, пусть не на какое-то долгое даже продолжение, но кто знает, пока мы точно не отказываемся, для чего-то нам нужно продолжать какое-то общение, особенно если человек, допустим, откликается, да, или вам что-то предлагает, или от него исходит какая-то информация, или, что-то есть, вот он выходит на контакт. Поверьте, это не случайно он заново пытается войти в вашу жизнь, даже если прежде была какая-то минусовая ситуация, или был конфликт, или недопонимание. Значит, есть какая-то составляющая, которую вы должны даже для себя, может быть, точку вы в чем-то поставите, но тогда у вас и сомнений не будет, самое главное.
И правда, мои дорогие тельцы, пройдите путем развития событий. То есть, может быть, это моя профессия, но есть такое, или такая фраза «пойдем по ситуации». Вот хочется сказать, глядя на ваш расклад, идите по ситуации, не бегите впереди паровоза. Вы, правда, тут чего-то не можете не видеть, потому что у вас два значения перемен. Ну, где нам знать, что там будет завтра? И чтобы себе потом не сказать: эх, елки-палки, ты прошляпил или ты пропустила. Поэтому будьте где-то настороже, да, будьте аккуратны, но чтобы не принять желаемое за действительное. Нам ведь тоже карта говорит, в принципе, те символы, которые олицетворяют искренность, доверие, они вам тоже не выпали. Так вот, ради правды, да, я должна сказать. Поэтому быть где-то, ну, более внимательным определенно стоит. К любым вопросам, абсолютно. Будь то личная жизнь, или пусть вопросы вашей работы, или пусть даже это финансы, все что угодно. Поэтому тут что-то будет меняться. Нам не сказали, что, но уже где-то карты нас к этому готовят. И я пока с вами говорила, просмотрела по вертикали, по горизонтали, что мы можем соединить. И я не вижу совпадений. Поэтому мы с вами перейдем ко второй части нашего прогноза «Личная жизнь», «Любовь». И первая карта для тех, кто в паре. Перемешаю колоду. Для тех, кто в паре. Для тех, кто в сольном варианте, один или одна. И третья позиция, ну ладно, две карты. Для тех, кто в сложных отношениях. Назовем это в целом. Итак, для тех, кто в паре. Паж жезлов, ну тут как какие-то новые начинания, новый путь. Это может быть в вашей семье. Или пусть даже у вас не оформленные отношения, но какие-то новости приходят. И, скорее всего, вам с этим нужно будет провзаимодействовать. Может быть, это новости, как в средствах массовой информации. Кстати, по пажам известия от ваших детей. И пусть даже это ваши дети взрослые, мои дорогие. Значит, вам дети могут что-то предлагать. Или какую-то поездку, или что-то вместе осуществить. Или, может быть, просто банально встретиться, приехать в гости. Или они к вам, или вы к ним. Вот, кстати, с учетом, как и дороги, да, у нас выпадало, и открытый путь. И ведь вы можете собираться. Ну и к вам-то, я об этом не сказала, но к вам тоже кто-то может приехать. И, может быть, вы с учетом вот этого ножа недовольны. Я уже не говорю про детей, я вообще в принципе. Вот у вас могут быть и гости какие-то. Хотя гости тоже у нас значение не совпало. Стало быть, это не просто какие-то гости чужие. Скорее всего, здесь будет идти речь по поводу тех лиц, персон, которые вы уже знаете. И это где-то планируемо. Это не совсем то, что неожиданно. Ну или, по крайней мере, вы это могли допустить. Хотя по пажу жезлов тут еще много неопределенностей. И любой паж говорит, что нужно что-то именно изучить или увидеть какой-то новый вариант взаимодействия. Может быть и так. Иногда эта карта может говорить об обновлении отношений. И даже если ваши союзы, мои дорогие, несколько подувяли, все-таки жезлы, страсть, любовь может вспыхнуть с новой силой, как новый этап ваших взаимоотношений. И даже если приходится что-то проговаривать, но благополучная карта, самое главное, это любопытство к жизни и интерес, и достаточно физической силы, активности, поэтому это замечательно. Для тех, кто один или одна башня, мои дорогие, прообраз башни в первых колодах Таро – это тюрьма. Пора выходить из одиночества, но делать это очень аккуратно. По башне что-то было разрушено. Меня смотрят люди из разных стран, и где-то та ситуация, которая действительно разрушается, там, где идут военные действия. Прям скажем, мы все понимаем, что это вообще какой-то элемент непредсказуемости. И здесь нужно как-то очень, ну, правильно, грамотно держать ухо востро, ну и руку на пульсе. Потому что, может быть, в связи с какими-то силами непреодолимых событий вам придется перемещаться, а вы ничего не планировали. С учетом башни я теперь для кого-то это допускаю. Но все же это выпало для тех, кто один или одна. Чаще всего это мы находились, мои дорогие, словно в тюрьме. Собственных предубеждений, к примеру, да. Или какие-то принципы для себя поставили, что вот должно быть так. Ну, это мы решили.
а пространство так не решило. Ну, наверное, вот как-то так, или человек какой-то конкретный так тоже не решил. Может быть, и происходят какие-то метаморфозы вокруг или изменения с конкретным человеком. И здесь тоже может быть своего рода, я такое допускаю, контакты с теми персонами, которых вы уже знаете. Может быть, вы поставили точку во взаимоотношениях, а ведь правда, этот человек, может быть, где-то находился в плену своего мировоззрения. Но для кого-то из вас это может быть поставлена и точка по части работы, или вы можете что-то пересматривать по части работы, потому что ведь по башне это идет наша трансформация, когда мы вынуждены принять сложившиеся условия и действовать сообразно времени или законам времени. Пусть эти законы сами по себе, если мы о юридической стороне, быстро что-то меняется или выходят какие-то приложения, дополнения, но руку на пульсе тут точно стоит держать, потому что просчитать по башне сложно. И есть такая колода ангелов, где образы ангелов прорисованы. Кто смотрит давно мои расклады, явно помнит эту колоду. Так вот в этой колоде башня, карте башни, извините, там ангел берет человека за руку и буквально выводит из той башни, которая через некоторое время будет разрушена. Поэтому от чего-то вам нужно и не отказаться тоже. Хотя по этой карте и вы сами, вам может захотеться, если вы чувствовали себя словно заложником в каких-то прежних отношениях. Пусть вы сейчас даже проживаете один или одна, но чувствуете, что меня тяготит какая-то история. Или тревога, да, вот мечи. Может быть, это вы еще под властью эмоций, сильных переживаний, каких-то прежних событий. Тогда аркан башня разрушает вот эту тюрьму. Или падают как какие-то препоны, ограничения, и мы выходим уже из какого-то жизненного тупика. Вот для кого-то именно на позицию, для тех, кто один или одна, эта карта выпадает. Но, видимо, по разным причинам мы остаемся одни. И у кого-то это именно сила непреодолимых событий, а для кого-то это предательство. Не то, которое вот именно сейчас, да нет, это прошлая ситуация, которая вот оно тянется, или какая-то история, или, может быть, уже история прекратилась, но вы-то в воспоминаниях оживляете заново и заново, и тоже становитесь пленником собственных воспоминаний. Это все равно уже вот-вот подходит к концу, мои дорогие. И это, в принципе, не имеет значения. Наоборот, все то, что вас сдерживало, здесь ограничения, стены падают, хотя на первый взгляд мы можем испытывать невесомость. Мы ж не знаем, раньше были эти стены, было понятно, что там, ну и ладно, что тюрьма, но зато за стены можно подержаться. А здесь мы как парим в воздухе, нет этих даже стен. И на какой-то момент вот эта невесомость, неопределенность, она вами может ощущаться для тех, кто один или одна. Для тех, кто в сложных отношениях. Ну вот больше, конечно, по этим двум картам это вы в чем-то ставите точку. Да, вот смотрите, как тут изобразил художник пятерку кубков. Это как выплакать собственное горе. Может быть, выплакать и так, чтобы эти эмоции нахлынули и ушли от вас навсегда. Отпустить, чтобы прошлое не жило даже в воспоминаниях. И очень часто по пятерке кубков, да, это предательство или совершенно неожиданное поведение человека в какой-то момент времени. А для нас это, ну, такой шок мы испытали. Мы совершенно на это не рассчитывали, когда вот именно пятерка кубков. Почему и мы-то на долгое время погружаемся словно вот в эти эмоции, в эти чувства, воспоминания, когда мы даже невольно начинаем каждый раз все проигрывать. Ну, наверное, как по кругу какому-то вращаются эти мысли, и где-то это может означать, мы даже к этому привыкаем. Но, видимо, выйти из зоны комфорта вам придется с учетом аркана башня. И для кого-то башня, вот эта тюрьма, рушится. Я только что об этом сказала. И вторая карта, королева жезлов, это та, которая не упустит какую-то добрую возможность. Я тоже об этом сказала по пасьянсу. Тут вам от чего-то нужно и не отказаться. Именно вы как сами себя можете отговаривать из-за того, что прежде было
какое-то разрушение, или было разочарование глубокое, или была какая-то потеря, или, может быть, были какие-то согласования, договоренности с конкретным человеком. Все-таки мы смотрим личную жизнь. А человек себя повел каким-то вообще непредсказуемым образом. Может быть, отказался от взаимоотношений, отказался от каких-то контактов. Это самая сложная позиция для тех, кто в непонятных отношениях. Тут ведь у кого что? У кого любовный треугольник, у кого, ну, как качелеобразный, вроде длится очень долго, а все непонятно, не приходит к какому-то знаменателю. И, может быть, к этому знаменателю, мои дорогие, вы уже сами пришли, потому что вам надоело. Вам надоело зависать вот в этой пятерке кубков каждый раз, надеяться, и потом после этой надежды из руин буквально себя собирать. Мне нравится, есть такая поговорка в итальянском языке, она буквально дословно переводится «собрать себя из щебня». Даже мы говорим чаще «из руин». Я вот так вот обдумываю иногда, переводя. Ну, руины – это что-то покрупнее, да? Ну, кто знает, может, еще фундамент можно оставить, отстроить что-то наверх. А вот щебень – нет, это уже мелкая галька какая-то, из которой ты тут ничего не соберешь. И вот тогда вторая карта будет как раз говорить о том, что мы тут храним молчание. И даже если кто-то в наш адрес откликается, я все же тут вижу для кого-то из вас по отношениям, которые сложные. Либо вы для себя определяете, что все, хватит, точка, баста, и больше так не пойдет, и вы будете какую-то совершенно другую историю строить. Ну и для кого-то я могу предположить, что да, будет какое-то дежавю человека. Но тогда мы все равно храним молчание. Мы уже ничего не обещаем. Да мы вообще уже какой-то нейтралитет поддерживаем. Да, может быть, и надо поддерживать отношения, потому что есть еще некоторые вопросы, когда мы их должны решить, а потом будет видно. Я такое тоже допускаю. Может быть, была прежде семья или вопросы финансов, вопросы имущества. Они еще до конца не решены. Хочешь или нет, ты будешь контактировать, потому что тебе нужна ясность в первую очередь. Поэтому не навредите сами себе. Вот правда, все же не отказаться от каких-то, может быть, контактов или возможностей, или обдумать, по крайней мере, есть смысл. И королева жезлов, она может еще свидетельствовать о том, что человек может испытывать по отношению к вам страстные чувства. Это у него там любовь разгорелась с новой силой, и этого я тоже не исключаю. Но вам, мои дорогие тельцы, вот этот период ожидания или каких-то долгих размышлений, таких сложных, тяжелых мыслей, вам это все надоело. Вы уже одной ногой в будущем, правда? Но вот именно теперь, когда вы уже практически в чем-то поставили точку, дежавю может быть. С учетом Урана. Тут ведь мы все опять же разные. И человек другого знака зодиака, или даже пусть вашего знака зодиака, но он все равно другой. Он в другой день рожден, или он другой, при другом асценденте рожден. Ну, нет наших копий, увы. И поэтому он мыслит как-то по-другому. Может быть, он с таким поздним зажиганием до него дошло, да, не сразу. Ну, есть, правда, я могу для части из вас предположить, но тогда выбор за вами. Королева жезлов сама определяет, с кем она будет или кого она желает видеть вокруг себя. Это мы можем больше, конечно, относить к девушкам, к женщинам, потому что королева все-таки у нас. Но вот такие энергии могут быть и для мужчин тоже. Может быть, и вы, мои дорогие тельцы, тут тоже где-то сложно вам будет сделать выбор, потому что особо очень притягательная. Но и вы захотите, может быть, попробовать и еще раз какой-то реванш в отношениях. Но тогда будьте, опять же, бдительны. Смотрите, насколько человек искренне откликается в ваш адрес. Вам как будто нужно определить, для чего вы это все делаете. Или это вам действительно нужно. Или эти отношения вам просто нужны для того, чтобы, ну, как заполнить некоторый вакуум. Выбор его величества, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.